Привет, меня зовут Сергей, и в этом видеоуроке мы с вами сплетем вот такой брелок на карандаш или ручку в виде животного под названием лемур. Будет очень здорово, если вы сплетете такого лемура, который будет подходить под цвет вашей ручки. Например, вот здесь у меня зеленая затычечка или колпачок, и самого лемура я сплел из резинок зеленого цвета, и он очень здесь хорошо подходит по цвету. Давайте в долгий ящик не будем откладывать начало урока. Приступим! Приготовьте ваш станок и разместите его, чтобы открытые стороны столбиков смотрели на вас, и чтобы центральный ряд немножко выходил вперед по сравнению с двумя крайними рядами. Приготовьте резинки тех цветов, которые вы будете использовать. Для тела мы с вами будем использовать один цвет, я буду, например, использовать синий, а для лица, мордочки, мы с вами будем использовать резинки белого цвета. И для глаз нам понадобятся две резинки черного цвета. Начнем мы с вами плетение с головы, сверху, и будем постепенно опускаться вниз. Сначала возьмем одну резинку синего цвета, цвета тела. У вас, возможно, какой-то другой цвет будет. И далее мы с вами будем накидывать всегда по две резинки. Только первый раз одну, а далее всегда по две. Берем две резинки синего цвета и накидываем их со второго столбика центрального ряда на второй столбик правого ряда. И с левой стороны делаем точно так же. Со второго столбика центрального на второй столбик левого ряда накидываем. Далее берем белые резинки, те резинки, которые у нас будут для мордочки использоваться. И справа накидываем одну штучку, я имею в виду одну пару. По центру накидываем две пары, раз и два. А слева накидываем тоже одну пару. И голова у нас практически готова, нам теперь ее нужно просто закруглить с краев к центру. Для этого берем пару белых резинок и накидываем их с правого ряда к центру, как бы закругляя эту фигуру. И с левой стороны мы с вами поступаем точно так же. Голова у нас готова, теперь нам нужно приступить к созданию шеи. Шею и все последующее тело мы с вами будем делать из синих резинок. Чтобы шея была более мощная, плотная и хорошо держала голову, я буду использовать не две резинки, а три. Беру три синих резинки и накидываю их с конца головы чуть ниже. Далее берем две резинки синего цвета и накидываем их с центра к правому ряду, немножко по диагонали. Это у нас плечо получилось. И теперь уходим вниз по три пары резинок. Одна пара. Вторая пара и третья пара резинок идет у нас по правому ряду. По левому ряду, как вы догадались, нам нужно сделать то же самое. Берем две резинки и делаем сначала плечо, накидывая с центра пару влево по диагонали немножко, и опускаемся вниз три пары резинок. Первая пара, далее вторая пара. И чуть ниже третья пара. По центру нам нужно накинуть тоже пары синих резинок, но по центру уже не 3, а 4. Одна пара. Вторая пара. Третья пара. И четвертая пара. Тело готово. Теперь тело, точно так же, как и голову, нам нужно вот здесь закруглить с краев к центру. Берем две синих резинки и накидываем их с правого ряда к центру. И с левой стороны поступаем точно так же. Накидываем с левого ряда к центру. Теперь давайте продолжим накидывание. И по центру у нас с вами будет хвост. В хвосте мы с вами будем чередовать резинки синего и белого цвета. Вот здесь, например, я чередовал серебристые и белые. И вот такой получается хвост. Ну, а мы с вами синий и белый будем. Накидываем сначала пару синих резинок. Далее берем пару белых, накидываем ниже. Опять берем пару синих, накидываем ниже. Пару белых ниже. И у нас конец
станка получился, но нам хотелось бы хвост сделать длиннее, чем всего 4 пары резинок. Поэтому давайте посмотрим, как его нам удлинить. Удлинение нам нужно сделать на крючке. Для этого берем крючок и накидываем одну резиночку синего цвета, накрутив ее здесь 4 оборота. Второй оборот, третий оборот, четвертый оборот. Вот 4 оборота получилось. Теперь берем пару синих резинок, натягиваем их и накидываем на крючок. Я предпочитаю вот так на мизинец одну часть, а другая у меня на крючке идет. И большим и указательным пальцем я держу крючок. Теперь беру все эти 4 оборота и скидываю на пару резинок, которые мы с вами держим на крючке и на пальце. И вторую часть возвращаем на крючок. По центру у нас накинута резинка 4 оборота. Далее возьмем пару белых резинок, опять накинем на крючок, натянем. И то, что сейчас у нас находится на крючке, мы с вами сюда снимем. И вторую часть этой белой резинки возвращаем на крючок. Вновь берем, теперь мы с вами чередуем белые и синие. Значит, берем пару синих резинок, накидываем на крючок и конструкцию вот эту возвращаем. Вторую часть возвращаем на крючок. Вот мы с вами чуть-чуть удлинили. Далее давайте еще возьмем. В принципе, вы можете сделать хвост такой длины, которую вы сами захотите. Хотите более короткий, сделайте хвост. Тогда наращение совсем маленькое вам нужно сделать. А если хотите длинный хвост, то наберите здесь такое количество вот этих резиночек, которые той длины, которую вы хотите получить. Смотрите, на станке мы с вами закончили парой белых резинок, поэтому на наращении нам нужно закончить синими резинками. Теперь все эти петельки, которые у нас сейчас на крючке имеются, мы с вами должны накинуть на последний столбик центрального ряда. И вот у нас продолжение хвоста получилось. Теперь нам нужно вновь вернуться к телу и здесь лапы накинуть. Для накидывания лап нам понадобятся резинки синего цвета. И смотрите, как нам нужно это сделать. Берем пару, накидываем вот отсюда, с конца тела, чуть ниже. Далее берем еще пару синих, накидываем ниже. Теперь берем пару белых. На самом деле мы с вами сейчас делаем не одну лапу, а сразу целых две. Сейчас я покажу, как это будет выглядеть. Белую пару накинули, а после белой пары идет пара синяя. Раз и два. То есть это у нас с вами получилось две лапы. Вот если мы посмотрим уже на готовую коалу, на готовую животное. Вот здесь у нас получается сразу две лапки, а по центру белая резинка. Так и у нас и здесь. Вот одна лапка, по центру белая резинка, вот вторая лапка. Слева нам нужно сделать точно так же. И одну часть мы с вами перенесем чуть позже наверх. Это у нас будут верхние лапы, передние. А другая заготовочка у нас будет задними лапами. Берем, значит, две синих резинки и накидываем точно так же, как мы с вами сейчас справа накидывали. Сначала одну пару, затем еще одну пару синих, теперь пару белых и ниже опять две пары синих. Сначала одна пара, далее еще одна пара. Готово. На последние столбики нам нужно накрутить вот этих крайних рядов, накрутить одну резинку синего цвета, при этом закрутить ее на этом столбике 4 оборота. Один оборот у нас уже есть, второй оборот закрутили, третий оборот закрутили и четвертый оборот накрутили. Теперь берем еще одну синюю резинку и здесь уже накручиваем. Накидываем у нас один оборот здесь, накидываем второй оборот, третий оборот и четвертый оборот. Готово. Теперь возьмем наш крючок и снимем, сплетем резинки верхних лап и с вами перенесем вот сюда. А далее уже посмотрим, как дальше работать. Внутри заводим крючок, отодвигаем ту резинку, которая 4 оборота закручена. Изнутри захватываем пару синих резинок, накидываем вперед. Далее здесь изнутри захватываем пару, накидываем вперед. Здесь захватываем пару белых, снимаем, накидываем вперед. Здесь пару синих,
вперед. И, наконец, пару синих тоже отсюда снимаем и накидываем вперед. Теперь вот эту часть нам нужно снять со станка. Для этого возьмем крючок и вставим его в последние резинки вот этих лап. Придерживаем рукой и снимаем всю эту конструкцию со станка. Это у нас будут верхние лапы, они будут вот так располагаться, поэтому давайте их с вами и накинем на те столбики, которые предназначены для рук. Вот эти плечевые столбики. То, что сейчас у нас находится на крючке, мы с вами должны накинуть на правый столбик. Берем, натягиваем все петельки и накидываем их на правый плечевой столбик. Накинули. Теперь с помощью крючка нам нужно поддеть все петельки той резинки, которую мы с вами накидывали 4 оборота. Вот. И эти петельки нам нужно накинуть на левый плечевой столбик. Берем, натягиваем и накидываем все 4 петелечки вот сюда. У нас получились верхние лапы. Вот они. Теперь давайте сделаем вот что. В теле нам нужно сделать так, чтобы тело было более плотным, поэтому накинуть резинки треугольничками. Берем одну резинку, накидываем вот сюда треугольником. Берем еще одну ниже, накидываем треугольником. Берем еще одну синюю, тоже ниже накидываем треугольником. У нас получилось накинуто 3 треугольника. 1, 2 и чуть ниже 3. Теперь возвращаемся к голове, и нам нужно сделать уши. Для создания ушей мы с вами возьмем одну резинку синего цвета и одну резинку белого цвета. Парой возьмем и накинем вот сюда, с первого на второй столбик правого ряда. С левой стороны накидываем точно так же. Берем синюю и белую, накидываем с первого на второй столбик по левому ряду. Теперь берем синюю резинку и накручиваем ее вот на этот столбик. 4 оборота. Первый оборот у нас есть, второй оборот, третий оборот и четвертый. С левой стороны поступаем точно таким же образом. Накидываем одну синюю резинку и закручиваем 4 оборота. Один есть, второй, третий и четвертый оборот. Теперь эти ушки нам нужно чуть-чуть сплести. То есть вот с этого столбика нам нужно резинки перекинуть на этот ближний к нам. Изнутри захватываем, отодвигаем ту резинку, которая 4 оборота закручена. Захватываем нижнюю пару, синяя-белая, и снимаем с этого столбика. Накидываем на тот столбик, который находится ближе к нам. С правой стороны поступаем точно так же. Изнутри захватываем пару белая-синяя и накидываем на столбик, который находится ближе к нам. Теперь давайте сделаем глаза. Прежде чем накидывать черные резинки для глаз, нам нужно взять одну резиночку белого цвета, скрутить ее на пальцах в 2 оборота и накинуть на последние столбики головы. Если считать сверху, это третьи столбики получаются. Накидываем с одной стороны и накидываем с другой стороны. Эта резинка, которую мы сейчас накинули, служит для того, чтобы глаза у нас были только на одной стороне головы, а не выходили на другую сторону тоже. Теперь берем резинку черного цвета для одного глаза и накручиваем вот на этот столбик, третий, 4 оборота. Второй оборот, третий оборот, четвертый оборот. С левой стороны тоже берем одинарную черную, накидываем 4 оборота. Второй оборот, третий оборот и четвертый оборот. Берем еще одну белую резинку и накидываем ее треугольником. Следующим образом. Сначала на 2 столбика, на которых находятся глаза, а центр накидываем немножко выше. Берем крючок, подцепляем с внешней стороны все 4 оборота черной резинки, придерживаем белую треугольную, чтобы она у нас не слетела, и черные обороты мы с вами к центру вот так снимаем, чтобы они у нас оказались на этой треугольной резинке. С правой стороны поступаем точно так же. С внешней стороны захватываем 4 оборота черной резинки,
Придерживаем пальцем треугольную белую, чтобы она у нас со столбика тоже не ушла. И скидываем эти 4 оборотика ближе к центру. Возвращаемся к нашему основному телу. И сейчас мы с вами начнем плетение. Плетение начнем с центрального ряда, на котором у нас находится хвост. Хвост я оттяну, чтобы мне было проще достать белые резинки, которые находятся внутри вот этого столбика. Снимаю пару белых резинок, накидываю на впереди идущий столбик. Далее изнутри захватываю пару синих, накидываю на впереди идущий столбик. Пара белых вперед идет, и пара синих тоже идет вперед. Вот мы с вами хвост весь сняли, дошли до тела. Пока остановимся. Теперь вот эти задние ноги сейчас будем снимать. Изнутри отодвигаем резинку, накинутую 4 оборота. Захватываем пару синих снизу, накидываем вперед. Далее изнутри захватываем пару синих вперед. Пара белых вперед. Пара синих вперед. И пара синих тоже идет вперед. Теперь смотрите, что нам нужно сделать. Вот здесь придерживаем пальцем, чтобы у нас отсюда не слетели резинки задних лап. В то время как мы их, зацепив вот здесь крючком, будем снимать со станка. Здесь мы с вами придерживаем, чтобы не слетели. Мы с вами сейчас крючком удерживаем резинку, которая накинута 4 оборота. Ее нам нужно накинуть на столбик, противоположный тому, где уже накинуты эти лапки. Все 4 оборотика натягиваем и накидываем вот сюда. Это у нас получились задние лапы. Чтобы они нам не мешали работать и не мешали плетению в этом месте, мы их возьмем, эти лапки, натянем и накинем на второй столбик хвоста. Теперь у нас здесь освободилось место, и мы очень легко можем переходить к плетению. Заводим крючок внутри столбика, с которого начинается у нас хвост. Захватываем пару резинок, которые находятся выше всего. В моем случае эта пара относится к левому ряду. Накидываю ее на столбик левого ряда. Далее завожу вновь. Изнутри захватываю следующую пару, которая выше находится. Это пара правого ряда. И накидываю ее на правый ряд. Теперь завожу здесь далее. Это у нас уже центральные резинки. И накидываем, соответственно, их по центру. Теперь давайте сплетем сначала левый ряд, потом правый ряд, а потом центральный. Начинаем плетение левого ряда вот с этого столбика. Заводим резинки, отводим крючком, заводим изнутри крючок. Захватываем нижнюю пару резинок. Снимаем с этого столбика и накидываем на впереди идущий. Далее отодвигаем треугольную резинку, захватываем пару, накидываем на впереди идущий. Далее здесь отодвигаем треугольную, захватываем пару, накидываем на впереди идущий столбик. И, наконец, нам нужно уже с плечевого ближе к шее перейти. Захватываем нижнюю пару резинок, отодвинув все лишнее, и накидываем на центральный столбик. Левый ряд мы с вами до шеи сплели, пока остановимся, и сплетем правый ряд. Заводим крючок изнутри и захватываем пару самых нижних резинок этого ряда. Накидываем на впереди идущий столбик. Далее отодвигаем треугольную, берем пару, накидываем на впереди идущий столбик. Опять пара идет вперед. И, наконец, здесь тоже пару мы с вами изнутри захватываем, отодвинув все лишнее, и накидываем ее на центральный столбик. Теперь давайте снимем резиночки по центральному ряду. Мы с вами вот здесь остановились. Берем изнутри пару, гоним вперед. Берем изнутри пару, гоним вперед. А здесь уже нам мешают лапки. Чтобы они нам не мешали, мы их с вами возьмем и точно так же, как и с нижними лапками, чуть-чуть натянем, чтобы они у нас ниже оказались. И тогда у нас освободится место для дальнейшего плетения. Захватим изнутри, вот здесь резинкой, где мы остановились, и накидываем вперед. Теперь мы с вами дошли до шеи. Изнутри заводим крючок, отодвигаем все лишнее и захватываем 3. У нас, вы помните, на шее 3 резинки и накидываем их вперед.
Теперь давайте разбираться с головой. Сначала мы с вами, как и с телом, тоже сначала левый ряд снимем, потом правый, а потом по центру. Изнутри заводим крючок, изнутри шеи, захватываем пару верхних резинок и накидываем их на левый ряд. Далее здесь изнутри захватываем пару самых нижних и накидываем вперед. Внимание! Теперь нужно вот что нам сделать. Берем ушную последнюю резинку. Вот она, синяя. Мы с вами снимаем ее с первого столбика. И немножко протягиваем сюда, чтобы это ушко у нас оказалось на резиночке белой, которая находится между двумя вот этими столбиками. С правой стороны нам нужно будет поступить точно таким же образом, но левый ряд мы с вами давайте сначала доделаем. Здесь захватим синюю и накинем ее на центр. Левый ряд сплели. Теперь изнутри, вот здесь, вновь к шее возвращаемся, захватываем пару, накидываем вправо. Изнутри здесь захватываем пару, накидываем вправо. Теперь ушко мы тоже с вами отсюда снимем с первого столбика и перетащим его на резинки, которые находятся на голове, вот здесь. И далее продолжим снимать правый ряд. Снимаем и к центру эти резиночки накидываем. И наконец нам осталась пара резинок, которая идет по центру. Сюда пара, здесь все лишнее отодвигаем и накидываем вперед. Все снятие мы с вами завершили. Теперь, прежде чем эту конструкцию снимать со станка, нам нужно петельку сделать из последней резинки. Для этого внутри вот этого столбика, второй по счету, заводим крючок и отодвигаем все лишние резинки, все резиночки, чтобы захватить ту резинку, которая вот эта одинарная у нас здесь подготовлена. И выводим ее сверху. Вывели. Накидываем на первый самый столбик. Теперь изнутри заводим крючок и захватываем ту резинку, которая у нас находится ниже, чтобы получилась петелька. Эту резинку мы с вами снимаем с этого столбика, а то, что на столбике осталось, рукой просто снимаем, и у нас получилась петелька. Пока мы ее с вами сильно затянуть не можем, потому что здесь на этом столбике накинуто много резинок, и они нам мешают сделать хорошее натяжение этой петли. Поэтому давайте всю конструкцию снимем со станка. Сначала снимаем с помощью крючка вот эти резинки. Кстати, теперь уже можно затянуть. Затянули. И с остальных столбиков тоже с помощью крючка, так как резинок у нас довольно много накинуто, мы с вами все это дело снимаем. Вот такой лемур у нас получился. Сейчас мы его попробуем, что называется, в работе. То есть оденем на карандаш или ручку. Но сначала давайте уберем вот эту петельку, которая немножко мешает. Видите, глаза у нас, кстати, находятся только на одной стороне лица, а сюда они не вылезают. Это за счет того, что мы с вами накидывали резиночку в 2 оборота, когда делали голову. Так, поворачиваем затылком к нам и в какие-нибудь резиночки вводим крючок, чтобы вплести вот эту петлю синюю. Кстати, можете эту петлю, и если хотите использовать не на ручке, а повесить на карабинчик за эту петлю. Так, ну вот, эту петельку куда-нибудь в любые резинки, не обязательно в те, которые я. Главное, чтобы мы эту петлю скрыли. Все, она не видна. Теперь берем ручку и вставляем наше животное на ручку, чтобы она плотненько держалась. Ну вот, смотрите, по-моему, очень здорово получилось. Спинка довольно плотненькая и плотно держится на ручке, никуда не падает. Если хотите, вы можете немножко хвостик вот так загнуть, чтобы он не сильно свисал, а немножко закручивался. Наш лемур готов. Я надеюсь, что вам этот урок очень понравился, и вы сплетете себе таких лемуров разных цветов.
Ну, а я рекомендую вам подписаться на мой канал, где вы встретите еще довольно много интересных уроков, которые и были, которые и будут. Ставьте лайк за этот урок, если он вам понравился, и пишите в комментариях ваши впечатления. Все комментарии я читаю и всегда им рад. Спасибо за внимание. Пока.